Ой, господи. Опять битва на ножах. Какая это? 12-я по счету, 13-я? В игре 15 глав, и каждую главу мы деремся на ножах по 1 или 2 раза. Удалите нахрен из игры битвы на ножах. То, чем вы хвастались, оказались худшим элементом игры, который вы пихали где только не попади. Вы хотите поговорить с бомжом? Деритесь на ножах. Вы хотите завести машину? Деритесь на ножах. Вы хотите зачать ребенка? Деритесь на ножах. Вы знаете, друзья, это был один из самых спорных проектов этого года. Очень не хочется его сравнивать с экспедицией 33 Death Stranding и тем более с Kingdom Come Deliverance, который близок больше по духу мафии, нежели предыдущие два проекта. То это средняя игра, друзья. Разработчики очень сильно били нам первые главы по ностальгии. Очень сильно пытались сказать: вот, смотрите, мы та самая мафия, с которой вы знакомы, с которой вы провели свое детство, которую вы помните, любите, восхитительный ремейк, который мы выпустили. Вот, смотрите, оно перед вами. И мы первые миссии ощущаем: да, это то самое, спасибо большое, господа разработчики. Но когда мы за 3 часа в 10-й раз начинаем драться на ножах и не делаем ни одного выстрела, ты начинаешь задумываться о том, а зачем я делаю это геймплейно? Когда на протяжении 15 миссий нас несколько десятков раз заставляют драться на ножах в финале каждой миссии, мы начинаем думать, что эта механика абсолютно ненужная и бесполезная в этой игре. Напоминаю, в Death Stranding 2 у нас был только один рукопашный финальный бой в игре, который не заточен под рукопашную борьбу, но это был финал. Сделайте то же самое. Вот сделайте то же самое в начале на ножах, в середине. Ладно, добавьте эпизод с Лукой, где он учил вас по-настоящему драться на ножах. Добавьте какой-нибудь эпизод крайне напряженный в середине, с вот правой рукой этого Сомбреро, Сопрано, не помню, как это вот он называется. Имена абсолютно не запоминаются. Я прошел игру, но я до сих пор не помню, как зовут кого-нибудь, кроме Энцо. И тут еще сложность, не путать с Эцио. Я помню, как зовут Изабеллу. Я помню, как зовут Луку, потому что это действительно лучший персонаж этой игры. Но я так и не запомнил, как зовут всех остальных. Колбаска Чориза, Падере, Дон Сезаре, Сариза, Саруза. Абсолютно не запоминающиеся имена. И в итоге игра ведет нас по всему своему сюжету, как по музею первой части. Вот, смотрите, здесь мы сделали аналог уровней из отеля, большие взрывы. Вы пробираетесь через огонь, потом большая перестрелка, а-ля перестрелка в церкви. С людьми из клана. Да, хорошо. Вот у вас сцена в опере а-ля Хитман и а-ля покушение на сенатора, когда вам его надо прикончить одним выстрелом. Здесь заменили на сцену с ножом. Хорошо. Здесь можно было нож использовать 4 раза, 5. Но не 20. Сюжетно вы прошли по всем чекпунктам Мафии Lost Heaven, но вы не приблизились к интриге, которую нам давала первая часть. Вот то, что произошло в этой игре, мы, благодаря тому, что вы взяли полностью структуру Lost Heaven, полностью структуру данных миссий, мы считывали эту игру. Не было никакой интриги, не было никакой драмы, не было никаких открытий в финале. Единственный сюжетный поворот, который нас на самом деле убедил и дал толчок дальнейшим событиям, потому что иначе бы оно никак не могло двигаться. Не было достаточного количества рычагов, чтобы двигать сюжет дальше. И смерть Луки вы, по сути, сделали движущим неожиданным поворотом, соглашусь, но движущим источником дальнейшего сюжета. Есть ли в этой игре мораль? Ну, мафия — это плохо, не будьте мафиози, детишки. Есть ли в этой игре какой-то вывод? Вот по финальным сценам. Не доверяйте своим друзьям, которых вы не прирезали 3 минуты назад? Ну, это очень странная игра, потому что геймплей на куски недоделаны. Стелс недоделан, он слишком медленный, слишком топорный. Стрельба недоделана, в игре недостаточное количество оружия, и оно буквально не ощущается. Я большую часть игры, если вы не заметили, играл с счетчиком того, сколько я патронов попал, потому что я точно знаю, как себя то или иное оружие ведет с точки зрения хелсбара. То есть я не хотел думать об этой игре с точки зрения геймплейных элементов, но игра сама заставляет вас думать о ней с точки зрения того, как в ней построен геймплей. А построен он в ней крайне плохо. Последний уровень с Изабеллой должен был быть на самом деле, возможно, предпоследним. Потому что настолько корявый стелс-механики, который вы ставите в финал всей истории, ну, извините, я не видел достаточно давно. Поэтому могу ли я рекомендовать
Мафия The Old Country тем, кто любит первую часть? Сложно сказать. Посмотрите сюжет на Ютубе. Возьмите эту игру по скидке. Но я разочарован. Честно, я разочарован этой игрой. Начнем с того, что я изначально ее не ждал, и у меня не было завышенных ожиданий про эту историю. Но то, что я увидел в начале, мне понравилось, оно меня заинтриговало, заворожило. Но в дальнейшем игра начала скатываться. Она начала подсовывать повторяющиеся геймплейные элементы. Она начала идти по лекалам первой части, вообще не стесняясь этого. Вплоть до того, что каждый уровень читается с точки зрения того, что в нем будет происходить. Перестрелка на празднике, очевидно. Мы это поняли с первых минут, когда мы туда поехали. После того, извините, как объявили войну. Этому Сопрано, Сезаре, Скорсезе. Я не запомнил имени. Это крайне посредственно. Я готов сформулировать мнение. После того, что я вот сказал. Мафия The Old Country, или Old Country, старая кантри, Тейлор Свифт. К чему я? Мафия The Old Country — это крайне посредственная игра. Одиночная, с поставленным сюжетом. Она будет интересна тем, кто с играми встречается, в принципе, в первый раз. И тем более впервые встречается с играми серии Мафия. Как вступительная точка для вхождения в серию, она, возможно, сработает, потому что вы не знаете, что конкретно может вас ожидать. У вас нет той ностальгии, у вас нету тех воспоминаний, связанных с предыдущими играми серии. При этом геймплейная игра слабая. По отдаче тактильной, с точки зрения стрельбы, которой в игре много, она слабая. Стелс не проработан. Сюжетные повороты, некоторые высосаны из пальца. То, что движок Unreal крашится время от времени, это мы уже опустим, это стандарт для индустрии. Справедливости ради, игра, помимо этих моментов и помимо начальных кат-сцен, где, очевидно, компилировались шейдеры, работает крайне стабильно. Но при этом это посредственная игра. Потому что нам есть с чем сравнивать. Потому что мы играли в первую часть. Потому что мы знаем, что игры серии Мафии могут дать нам больше. И более того, это 4-я игра в серии, которая, по сути, является предысторией. И вы знаете, кроме вот этих башен вдали и фотографии, и отсылки во время гонок к братьям Бертоне, у которых впоследствии Томми будет получать заказы на различные автомобили, мы не увидели, к чему в итоге привела эта история. Это самое обидное в этой игре. Мы не понимаем, к чему привела эта история, являясь приквелом. Мы не получили знакомых отсылок. Мы не узнали результатов и последствий наших действий. Мы получили просто красивую, драматичную картинку с титрами в финале. И это печально, друзья. Игра Mafia Old Country могла быть чем-то большим. Она могла служить мостиком к следующим частям серии. Но сделала она все это крайне слабо. Спасибо, что были с нами на этом стриме, на этих 3 стримах. Если вы смотрите это видео в записи, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии под позже выложенным видео. Делать полноценный разбор Мафии на самом деле я не хочу. Вот после того, что я увидел в финале этой игры, у меня нету никакого желания делать расширенный разбор этой части и этой истории. Финал такой же печальный, как предпоследняя миссия этой игры. Спасибо, что были с нами, друзья. На этом мы завершаем трансляцию. Господи, студия Ангар 13, пожалуйста, закройся и не трогай больше игры серии Мафия. Спасибо за то, что ты сделала потрясающий, восхитительный ремейк, но ты вернулась к лекалам 3-й части. 3-я часть и Old Country — это отвратительные игры в серии. Возможно, даже 3-я часть будет получше, чем игра Old Country. На этом все. Не покупайте Мафию. Купите лучше ремейк Mafia: The City of Lost Heaven.